Вы не поверите, что сегодня произошло. Опять. Я уже 3 месяца в Казахстане, на Мангистау. Я уже много где бывал. И казалось, после Бозжиры уже, в общем, трудно будет удивить. Я приехал сюда, посмотрел и несколько минут не мог ничего делать. Мне нужно было отдышаться, у меня упала челюсть, и я впитывал эту картинку всем своим существом. Казахстан не перестает удивлять. Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Я наконец-то починил свой автомобильчик. У меня теперь опять есть возможность ездить по всяким удаленным местам. И сегодня будет видео про место, где провалилась земля. Называется это место урочище Жигалган. И это место давно было в списке к посещению, но оно довольно далеко от Актау. От асфальта сюда больше 30 километров по степи, по такой себе дороге. Дорога, в принципе, ровная, но очень глубокие колеи, поэтому сильно не разгонишься. Но это место того стоило. То, что вот находится у вас сейчас вот там за спиной. Я так понимаю, что это какой-то, наверное, карстовый провал. Когда-то давным-давно, много миллионов лет назад, почему-то вот этот кусок высокого берега решил, что ему нужно провалиться вниз и осыпаться вот туда метров, я не знаю, на 25 точно, а может быть даже и больше. Здесь, понимаете, из-за масштабности и из-за дымки, которая сегодня в воздухе висит, подводит глазомер. Точно не определить расстояние. Но выглядит это все вот просто неимоверно круто. Вы понимаете? Представляете, какой это масштаб? Я не знаю, вот до того края вот этой вот воронки, наверное, километра 1,5-2. А вот там до берега моря, наверное, 2,5 километра. Что-то примерно так. Я боюсь соврать, но у первого впечатления глаза велики, и глазомер подводит изо всех сил, потому что, даже голова кружится, когда ты стоишь вот на таком вот камушке, на таком краю, где вниз лететь, не знаю, метров 20 минимум. Вы посмотрите, какая крутизна, вы посмотрите, как это все круто выглядит. Вот здесь отвесная стена, от которой все откололось, и она вот так вот дальше туда идет, таким вот полукругом. И заканчивается где-то там. А все вот это просто рухнуло, осыпалось и с небольшим, так сказать, смещением съехало в сторону моря. Где-то эти куски устояли более-менее целостными, только немножко наклонились. Где-то все это осыпалось и упало. Там вообще все это раскололось, как бы сказать, в абсолютную мелочь. А вот там кусок поверхности как будто нетронутый. Он такой приличный, наверное, чуть ли не с футбольное поле размером. Как? Почему? Что здесь произошло? Почему это вот так вот обвалилось? Гипотез множество. Можно даже подумать, что, например, полетал огромный космический корабль с инопланетянами на борту. Они сели на свои тарелки, разбрелись тут по округе, я не знаю, собирать грибы и ягоды. И весь этот берег не выдержал и рухнул. Даже вот здесь, стоя на одной точке, это впечатляет прям очень сильно. А можно же еще с других точек, наверное, посмотреть. Надо, пожалуй, так и сделать. Только что мы с вами были вот на той стороне урочища Жигалган. И вот здесь, на другой стороне, становится понятен, так сказать, масштаб произошедшего здесь. Вот там стоит мой автомобильчик. Да, вы представляете, какого размера автомобиль. И вот, как на фоне этого автомобиля выглядит вот этот вот провал грунта. Это нечто просто огромных размеров. Просто впечатляющих. Просто, такой размер прям какого-то среднего города, наверное, по площади. Вот эта часть, которая откололась от берега, она имеет такую форму полукруга. И видите, она даже заходит за здесь такие вот зубья оставшиеся. То есть все это вот оттуда шире, гораздо большее количество грунта
оттуда как будто кто-то стащил. И оно вот так вот тащилось. И отсюда, если посмотреть, то видно, что оно прям далеко выдается в море. То есть как будто это кто-то таким экскаватором зацепил от берега и вот так вот все это стащил. То есть моя версия с космическим кораблем инопланетян, ну, либо подтверждается. Ну, или это был не космический корабль инопланетян, а инопланетянский огромный экскаватор, который здесь взял ковшом, вот так вот зацепил весь этот берег и утащил его в море. Такие вот варианты. Но здесь вот, я повторюсь уже в который раз, реально нереально. Это просто мега круто. Вот такое вот оно, урочище Жигалган. Но даже когда, будучи подготовленным, не ожидал, насколько это все круто и масштабно выглядит. Приехал и челюсть упала на грудь. Я уже, конечно, запыхался. Идти здесь неудобно. Камни, песок. Да и далековато. И все время вверх-вниз. А тут, смотрите, кроме лошадиных и человеческих следов, есть еще третий след. Это след от мотоцикла. То есть какие-то отчаянные парни прямо сюда заезжают на мотоциклах. Крутяк. А вид отсюда открывается вот такой. Обалденное место для прогулки. Понятно, что ездить сюда регулярно довольно проблемно, но один раз приехать можно прям на целый день, заняться, так сказать, хайкингом, взять с собой обед и все такое. Смотрите, как здесь невообразимо круто. Вон там вот на скале стоит моя машина для масштаба. А вот так вот справа выглядит провал. Тут прямо куча всего. Вон там даже замерзшее озерцо есть. Целая своя такая экосистема. Начинается довольно стрёмный участок. Как бы не навернуться. Потому что тропинка-то на самом деле, она в обход вот там идет по низу. А я попёрся по верхам. Я же странный дядька, мне же нужно, так сказать, оправдывать свое какое наименование. Главное не навернуться. Главное не навернуться. Вот я сейчас в одиночку иду по такому вот изломанному горному хребту среди кучи камней в таком месте, где нет ни связи, ни чего-нибудь еще. До ближайшего жилья очень-очень как далеко. И я такой один тут в гордом одиночестве среди абсолютной тишины и абсолютной пустоты. Немножечко стрёмно на самом деле. Никогда так не делайте. Я не дошел до самого края, потому что здесь, смотрите, самый край, он уже немножечко отделился, будем
так говорить. Все это расколото. И он так полностью вот весь туда-туда. Практически весь этот край отделен от основной штуки. Вряд ли он упадет под моим весом. Но все равно стрёмно, и пробовать я не хочу. Вот там край всего этого провала и море. То есть я здесь, ну, примерно треть пути прошел. Посмотрите, как здесь круто. Там вот рядом с озером замерзшим такие как будто два домика стоят, как будто часть крепостной стены вот немножечко дальше. Вот она. Там как будто такая долина, огороженная горами. И стоит такой, как будто бы большой жилой дом. Между всего этого вон такие тропинки, как будто выглядят как дорожки. Целая сеть таких дорог. Здесь вот такое вот плато. Явно вот часть поверхности, которая была метров на 20 ниже, просто туда бух, упала и осталась там лежать. А там вот дальше все, что ближе к морю, оно в основном все просто расколотое в труху. Огромные силы здесь принимали участие. Хорошо наверняка это звучало, громко, на всю округу. Да и сотрясалось, наверное, тут тоже все вокруг. Дай боже. Потрясающий вид. Какая-то вот неземная красота. Какой-то фантастический пейзаж. Если вы знаете, где такие места есть еще, пишите в комментариях. Если у вас есть какая-то ваша версия по поводу того, как все произошло, тоже пишите в комментариях. Если вы специалист в данном вопросе, какой-нибудь геолог, может быть, или палеонтолог, и можете рассказать, в какие годы, когда это произошло, тоже добро пожаловать в комментариях. Будет интересно и мне, и зрителям. А здесь, вон, смотрите, вообще весь край этой скалы отделен. Здесь, вон, смотрите, какой провал голубоченный. И эта вся скала, получается, держится на честном слове. Но не только она. Тут и дальше вся эта расщелина пошла вон туда. И вот она так, извиваясь, уходит по самому краю, к самому туда морю. То есть, вот интересно, кстати, это откололось все тогда же, когда и остальное откалывалось? Или, может быть, это откололось все совсем недавно? И процессы, скажем так, разрушения здесь продолжаются. Ой, природа, мать, обалдеть. Красотища неимоверная. А самое главное, нет никого. Вот абсолютно никого нет. Есть только следы жизнедеятельности баранов и лошадей. И больше никого. Пока я здесь был, приехало 3 машины. Приехали, сфотографировались на смотровой площадке и уехали. Жалко, там не получается мне самого себя сфотографировать. Потому что штатива у меня с собой нет. Ну и я один, никто другой меня сфотографировать не может. Вышел я к краю обрыва, за которым вон уже видно море. И здесь это еще не самый край пролома. Получается, самый край пролома это вон там, вот дальше. Крутейший крутяк. Вообще интереснейшее место. А посмотрите, какой здесь Каспий замерзший. Тут просто, вот смотрите, насколько глаз хватает. Ну, не знаю, метров 200, наверное, 300 от берега. Просто вот прям сплошной лед. Хороший, наверное, прочный вполне. И там дальше лед кусками такими отдельными плавает. То есть здесь Каспий менее соленый и больше замерзает. Вон там, вон за вот этой грядой тот самый провал урочища Жигалган. Где-то вон там вот на краю стоит моя машинка. Здесь вот рядом за мной маяк на самой высокой окрестной точке. А вот там за мной подмерзшее седое Каспийское море. Нереальная красота. Потрясающие места. Казахстан – удивительнейшая страна. Обязательно приезжайте в Казахстан, конкретно в Мангыстау, и увидьте это все своими собственными глазами. Потому что одно дело, когда я это вам показал с помощью своей камеры, и совершенно другое дело, поверьте мне, личное впечатление. Стоять вот здесь и смотреть на вот это вот все, это бесценно. Пора, наверное, прощаться. Такой вот сегодня видосик.
Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что подписались на канал. Спасибо, что включили уведомления и не пропускайте ни одного моего ролика. Благодарю вас за лайк и за комментарий. Напишите комментарий, любой, хотя бы просто «привет», или там помашите рукой, или вот этот значок нарисуйте, или смайлик. Потому что вам же ведь не жалко и не трудно. А для Ютуба и для меня это важно, это продвижение канала. Если у вас есть возможность, поддержите канал взносом в фонд путешественника. Там внизу под видео есть соответствующие реквизиты для любых форм пожертвований, будем так говорить. Счастья вам, здоровья, любви и терпения. С вами был ваш любимый видеоблогер «Странный дядька» на берегу замечательного Каспийского моря, рядом с гостеприимнейшим городом Актау, ставшим для меня уже фактически родным, на полуострове Мангистау, в удивительной, красивейшей и огромнейшей, богатейшей стране Казахстан. Алга, Казахстан. Ну, а вы, мои зрители, пока. Приходите на следующее видео.